Здравствуйте, дорогие уважаемые друзья. Ну что, принимайте очередную серию судового журнала. Последние события в Украине, мягко говоря, выбили меня из колеи. Но, несмотря на это, я все-таки закончу серию фильмов о моем крайнем плавании, потому что очень уж хочется иметь плейлист, в котором будут видео, которые описывают полностью контракт от отъезда из дому до возвращения домой. Так сказать, полный морской цикл. В прошлом видео все закончилось на том, что мы очередной раз прибыли к берегам Китайской Народной Республики. 2 дня на якорной стоянке, после чего диспетчер порта сообщил нам, что завтра утром нас поставят к причалу под выгрузку. К 9 утра мы уже должны были быть на точке приема лоцмана, которая находилась вот здесь. Мы стояли на 6 смычках якорной цепи, и на подъем каждой нужно было потратить где-то 3 минуты. Итого 18 минут, которые мы округляем до получаса. Также было известно, что расстояние от якорной точки до точки приема лоцмана было 18 миль. Подходить к точке приема лоцмана в стесненных условиях, а также когда ты еще и в грузу, я предпочитаю на 6-7 узлах. Такая скорость из-за того, что в случае надобности у нас еще есть возможность разогнаться, и если мы будем прибывать слишком рано, у нас будет куда сбрасывать обороты. Где-то 20 минут на то, чтобы не спеша развернуться, и это время я тоже округлил до получаса, и того получилось, что в 5 утра мы начали сниматься с якоря. В итоге все пошло как запланировано, и к 9 утра китайский лоцман был уже на борту, и мы последовали в порт. Кстати говоря, я никогда бы не произвел эти сложнейшие математические вычисления, если бы не курс высшей математики. Шучу, высшая математика нахрен не нужна. 船上多少人？来自快艇，军舰号。名为87676的船 ，AI 87676的船，你不要再往北走了，不要再往北走了，正式直线西飞。向南航正常海里东区，向南航正常海里东区，向北不要超过北纬38度0.2分，向北不要超过北纬38度0.2分。 请重复慢一点。现在抓紧时间向4号。聆听，将晚提醒注意前方渔船。好的，船长，请抓紧时间出去啊！ Короче говоря, мы подходили к воротам порта. Лоцман прибыл на судно по китайским меркам очень вовремя. Все шло по плану, но, как оказалось, нас ждет еще одна неприятность и небольшая доза адреналина. Все дело в том, что наш двигатель снова нас подвел. Заходя в ворота порта, было видно, что поперек нашего курса работает достаточно сильное течение, в результате чего наше судно сносило. Чтобы компенсировать снос и чтобы траектория нашего движения была нужной, мы изменяли курс, и в итоге двигались мы приблизительно вот так. Лоцман сказал, что нам нужно ускориться, чтобы уменьшить снос, и я дал команду на машинный телеграф, чтобы можно было разогнаться, но обороты не росли, и мы все еще двигались слишком медленно. Лоцман, видя, что мы не разгоняемся, стал беспокоиться, задавать вопросы, а я в свою очередь, защищая интересы работодателей, не мог сказать, что у нас проблемы, и дал объяснение, которое, в общем, нельзя было оспорить. Но Лоцман — это человек от китайского государства, а китайское государство таково, что коль посчитало кого-то виноватым, то объяснять никому ничего не будет. Тем более мы и действительно не соответствовали требованиям безопасности. Что случилось с нашим двигателем? В общем, у нас снова потекли трубопроводы высокого давления, а это означало, что нет давления топлива. И нет возможности подать его в камеру сгорания, потому что нет давления. В итоге мы шли очень медленно. В ворота порта мы заходили почти что боком. Лоцман стал срочно вызывать буксир для того, чтобы он поработал на укол, чтобы отвести нас подальше от маяка. Что касается меня, то я сразу видел, что мы пройдем.
Для Лоцмана это было, конечно, очень нештатная ситуация. Он привык день за днем делать одну и ту же работу, подниматься на судно перед тем, как оно подойдет к воротам порта, поворачивать на одном и том же участке, с одних и тех же курсов на одни и те же курсы, работать с одними и теми же буксирами и швартоваться на одни и те же причалы. Большинство китайских лоцманов даже и моряками назвать нельзя. Скорее их можно сравнить с парковщиками на стоянке, которому ты отдаешь свою машину, потому что он лучше знает, куда и как ее поставить. Так мы экономим время и силы. Для Лоцмана это, конечно, был большой стресс. Ну, конечно, когда ты китаец и ты коммунист, за то, что могло произойти, они бы репрессировали безжалостно. В общем, мы зашли в порт, подошли буксиры, а китаец поднял такой гембель, что я едва мог его успокоить. Он объяснял мне, что так очень опасно, а я с трудом скрывал улыбку. Я даже позвал на мостик своего китайского старшего инженера. Думаю, мол, они на своем китайском, может быть, общий язык найдут, пожалуются друг другу на жизнь, потом сделают заключение, что они маленькие люди, ничего не решают, и вообще нужно друг к другу относиться по-человечески, и скажут какую-нибудь общую фразу типа «Не бывает плохих национальностей, бывают плохие люди, главное оставаться человеком», ну и все такое прочее, чем всегда заканчиваются подобные разговоры ни о чем. Далее была швартовка, и нас сопровождало 4 буксира. В общем, несмотря на стресс и очередные проблемы, все шло по расписанию.在103度01分作为最后的渔船，在103度01分作为最后的渔船，监视军事演习区，请在103度01分以东作业，请在123度01分以东作业。鲁日开语61动25，鲁日开语61动26，去交交。辽水鱼35966，辽水鱼35966，你不要再往北走了，你不要再往北走了，这北侧是军演区，这北侧是军演区，立即转向向西航行，立即转向向西航行，向北不得超过北纬38度02分，向北不得超过北纬38度02分。向西航行。我是七网的，怎么弄啊？行。海军舰艇啊，我是七网的。大金鱼。哪艘渔船在七网？是什么？我是你。啊，1.5。船名是什么？啊，你抓紧时间转向，抓紧时间转向，不要再往西走了。刚才七网的渔船，船名是不是61动25、61动26？看没错啊。跟我今天没错啊。请讲，请讲。0.5。辽水鱼35966，辽水鱼35966，你不要再往北走了，不要再往北走了。北侧是军演习区，立即转向向西航行，立即转向向西航行。海军舰艇，我这网不能收了，收不了了吧？各船舶请注意，这里收网的船是辽水鱼35966吗？对呀对呀。渔船，请过往船舶加强瞭望，谨慎驾驶，确保航行安全。网底 All vessels。网。你好。How is life? You are captain? Yes. I need a full passport. Встали к причалу, местные не заходят на стройку, кроме карантина. Все ходят в защитных костюмах, в масках, короче говоря. Я вот даже ее спустил, сразу все на меня смотрят, да?
Вот. А с агентом оформляли приход на причале. Вот просто вот так на тумбе. Подписываем документы. Трындец. Вот так вот выглядит заход в порт на рудовозе. Вот такая вот прогулка моряка по причалу. Те, кто в море не работает, вот вы, может, подумали: Тимур, а где же вот это вот славная вся моряцкая мишура, кабаки, проститутки, там, вот эта вся фигня там, да, выходы в город, веселые всякие пьяные выходки. А где это все? А нету, закончилось, в прошлом все, походу. Мир изменился, господа. Мир меняется, и нам следует это принять, и профессия меняется. Я, конечно, не говорю, что уже совсем ничего нет, как бы, нет, то, что ты работаешь на этих рудовозах или там на танкерах, где хрен куда вообще выйдешь, да, весь контракт. Кое-где еще можно погулять, но в основном, конечно, все уже далеко не так. Вот тут причал, потихонечку готовится выгрузка нашего судна. Тарпалин, чтобы не просыпался груз на причал. Ну, то есть не на причал, а вот туда вот, да. Чего я вообще иду вперед? Да, не потому что надо, не потому что мне нужно посмотреть осадку или что-нибудь там еще. Просто чтобы пройтись по причалу. Потому что это одна из немногих вообще возможностей пройтись пешком просто по чему-то, что не является судном, не по железу. Вот так вот. Ой. Все на меня показывают пальцем, он стоит китайцы. Нихао! Да, нихао, да. Точнее, если ты скажешь нихао, не факт, что они тебя поймут. Надо сказать нихао. Тогда китаец понимает, что ты с ним здороваешься. А если говоришь нихао, он думает, что это ты на своем языке что-то сказал. Потому что в китайском очень важна именно интонация. Вот, смотрим, да. Пароход наш немножко уже, скажем так, побило молью, да. Вот так выглядят чиновники таможни, ну или пограничники, или хрен знает, кто тут пришел от китайской администрации. Ведут они себя так, будто бы ковид появился вообще не в Китае, и они не имеют к этому отношения. Вообще китайское государство способно заставить всех своих граждан, прямо вот всех до одного, подчиняться. Мало кто в мире на сегодняшний день это может так, как это могут делать китайцы. Если у китайского чиновника станет вопрос дать человеку умереть или нарушить приказ государства, например, нарушить карантин, чтобы спасти чью-то жизнь, то они без колебаний дадут человеку умереть. В этом мне предстоит убедиться уже через пару дней, самому понять, какой ценой китайское общество платит за нулевые показатели по ковиду. А знаете еще что? Вот только что буквально идет по причалу китаец, местный рабочий, и у него в руках бутылка Кока-Колы. И, в общем, он допивает эту Кока-Колу и пластмассовую бутылку 1,5-литровую просто берет и бросает в море. Вот сюда вот просто берет, бросает в море. Точно так же за ним еще один китаец бросил пачку из-под сигарет. И что теперь удивляться, что у нас вся планета такая засранная, что куча мусора? Да потому что у нас на ней живут как минимум 2-3 миллиарда людей, которые считают вполне себе приемлемым взять и пластмассовую бутылку выкинуть в море. Вот так вот засирают нашу планету и засирают ее наши китайские товарищи. После подписания всех бумаг и других формальностей началась выгрузка нашего судна. Выгружать теплоход следует не просто так, а по плану. И в этом плане подробный расчет каждого шага. Все это для того, чтобы убедиться в том, что взаимное расположение весов груза и балласта в грузовых отсеках, все это таково, что не сломает и не повредит наш корпус. Кто забыл, напомню, что наше судно весит 34 тысячи тонн, а при этом груза оно берет 203 тысячи тонн.
В общем, балкер — это утюг, обернутый в фольгу, поэтому с судном нужно обращаться очень осторожно, чтобы его не сломать. Но когда ты в Китае, выполнение этого плана имеет место быть только на бумаге. В этой стране считается нормальным писать одно, говорить другое, делать третье одно, а думать вообще по-другому. В общем, все в духе старого доброго Советского Союза, только тут это особо никто не скрывает. Выгружаем судно как придется, и чтобы тебе не поломали теплоход, приходится смотреть внимательно самому. И, кстати говоря, бульдозера, которые работают в трюмах, имеют такое свойство причинять всякие повреждения. Могут поломать трапы, наделать дырок или налить лужи масла, которое потом нужно будет матросам тяжко отмывать вместе с химией. Поэтому моряки должны очень внимательно следить за стивидорами, то есть за портовиками, чтобы вовремя ткнуть их носом и оформить все бумаги для возмещения ущерба. Кстати говоря, я прекрасно знаю о том, что многим режет ухо, когда я говорю слова типа бульдозера, трюма. Такие люди называются грамматические нацисты. И, пользуясь случаем, я хочу послать нахуй всех грамматических нацистов, всех тех знатоков русского языка, которые пишут свои вонючие комментарии. Fuck you, идите нахуй. В эти дни мы заканчивали работу в тайм-чартере. Тайм-чартер — это когда судно как бы передается судовладельцам как бы в аренду тем, кто организовывает морские перевозки. Одним из условий договора является то, что судно нужно вернуть ровно с тем количеством топлива, которое было в начале. В наших топливных танках было несколько меньше, чем нужно, поэтому фрахтователь организовал доставку 300 тонн мазута прямо сюда, в этот порт. Те, кто привезли топливо, узнали от моего китайского стармеха, что у нас где-то 150 тонн лишнего топлива. Лишнее топливо могли обнаружить вскоре. Целых 150 тонн помимо кассы означает, что мы или плохо ведем расчеты, или же специально создали эти излишки с какими-то целями. Короче говоря, китайцы решили, что смогут уговорить меня принять на 150 тонн меньше. Они позвонили мне среди ночи и сказали, что на улице очень холодно и топливо замерзло, стало вязким, и нам дали только 150 тонн. Но потому как у нас типа есть 150 тонн лишнего, они просили подарить вот эти 150 тонн им просто так. Я офигел от такой простоты и наглости. Задал им вопрос, мол, являются ли они моими зятьями, братьями, может быть лучшим другом, может быть они пришли и положили мне взятку в $20 тысяч на стол. Нет, конечно же, они так не делали. Тогда почему вы просите меня отдать вам 150 тонн топлива, которое является чужой собственностью? Но даже после этих слов китайцы не отставали. Они всерьез думают, что все бледнолицые — это дурачки и их легко перехитрить. Убедить, даже если они тебе говорят нет, они кричат нет, нет, блять, иди нахуй, они все равно продолжают пытаться тебя убедить. Закончилось все тем, что я позвонил фрахтователю и сказал, мол, вы заказали у одной местной компании топливо, заплатили за него, так вот, вот эти люди пытаются половину этого топлива попросту украсть. Вот такой вот эпизод сотрудничества с китайцами. Когда-то очень давно, в 2003 году, когда я работал матросом и учился, готовился к офицерской должности, я научился этому. Я имею в виду слепой, 10-пальцевый набор текста. За всю свою жизнь я сэкономил кучу времени, и трудно мне вспомнить какой-нибудь свой более полезный и каждодневно используемый навык. На встречах с подписчиками молодые люди интересуются, на что потратить время.
на какой навык и направление сделать ставку. И хоть я уверен, что готовых рецептов не бывает, но один готовый стопроцентный ответ у меня все же есть. Освойте метод слепого 10-пальцевого набора. Следующим актом моих китайских приключений была госпитализация Стармеха-китайца. Как бы дико ни звучало, но Китайская Народная Республика отказалась принять назад китайского гражданина после того, как он провел 7 месяцев на борту. Местные правила, и ничего ты с этим не сделаешь. Стармех очень хотел домой, поэтому он решил разыграть небольшой спектакль, так сказать, закосить на больничку. Если вкратце, то он расковырял себе нос, и оттуда потекла кровь, которая переместилась в его желудок. После чего он вызвал у себя рвотный рефлекс и сказал, что он рыгает кровью, и ему нужна госпитализация. Я, в принципе, сразу понял, что к чему, и решил ему подыграть. Уж очень мне хотелось избавиться от этого китайца. За месяцы работы с ним мне стало казаться, что он приносит несчастье. Когда я увидел состояние его каюты, я понял, что человек настолько неопрятный в быту не может содержать в порядке машинное отделение. И знаете, он не был плохим человеком, но он был не на своем месте. И он оказался не на своем месте в очень трудное время. Поскольку он не справлялся и не справлялся также его заместитель, второй механик, то на мою голову в этот раз упало столько головной боли, что если бы это все перевести в деньги, то мою зарплату следовало бы увеличить раза в 3. В общем, я сразу позвонил агенту и запросил срочную госпитализацию. We don't know what happening to his health. Maybe he will die. Who will be responsible for this? I don't know, sir, but I only should obey the regulation. We cannot pick up him by our car. Look, We should arrange by the embassy. he is Chinese. Yes. This is Chinese citizen, first of all. Even the Chinese or foreigner should all do like this. Maybe he will die soon. Who will be responsible for his health? I don't know. We only apply, Captain. But before the permission, nobody can pick him up at this period, at this time. Okay, do you mean that person will die? We will wait for authorities to permit to land him, correct? Yeah, we should get the permission from the government. But let's say he will be already dead. Who will be responsible? This is another story, Captain. Агент сказал, что это невозможно и надо соблюсти бюрократические процедуры. Запросить разрешение от чиновников, так сказать. Я поднял максимальный шум и даже записал видео, которое набрало десятки тысяч просмотров. Хоть я и знал, что Стармех симулирует, но меня возмущало то, что если бы у человека действительно было бы внутреннее кровотечение, то он уже бы умер. Хорошо, что это была лишь симуляция, но она показала, что если ты смертельно заболеешь, то тебе не помогут. После этого было много еще громких случаев в нашей морской отрасли. Например, когда моряк упал на причал, но из-за ограничений карантина по ковиду к разбившемуся человеку даже никто не подошел. Потому что было запрещено. Добро пожаловать в эру трансгуманизма, дорогие земляне. Забирали моего китайца с такими мерами предосторожности, будто у нас на дворе эпидемия не ковида, а какой-нибудь бубонной чумы или чего похуже. Вон, пожалуйста, вот вам Китайская Народная Республика во всей своей красе. Короче, уже 2 часа ночи. Очередной затянувшийся день. Надо тестировать двигатель и убедиться, что все запускается нормально перед тем, как уходить завтра. Вот так вот. My concern only, sir, if К вечеру следующего дня мы уже заканчивали выгрузку. За время пребывания в порту на судне работало 2 ремонтные бригады, которые производили ремонт. Но, как и в прошлые разы, это был недостаточный ремонт, он лишь позволял нам кое-как идти дальше. Но в машинном отделении оставалось очень-очень много проблем. Старший механик выбыл.
Второй механик был очень трудолюбивый и дисциплинированный, однако он не годился на роль старшего инженера. Это мы с ним вместе делаем видеозвонок в офис, и нам объясняют, как собрать приспособление для шлифовки соединений топливного трубопровода высокого давления. Двигатель был в плачевном состоянии. Половина поршневых колец повреждена. Половина цилиндровых втулок были выработаны, и сквозь зазоры огонь и горячий воздух попадал в подпоршневое пространство, где накопленная сажа могла загореться в любой момент. Нормально работал лишь один из 3 топливных насосов. Невозвратные клапаны возвращали, а соединения топливных трубопроводов текли. И это лишь малая часть проблем. По-хорошему, наше судно нужно было поставить на месяц-другой в ремонт и устранить неисправности, которые накопились за прошлые 10 лет эксплуатации. Они постоянно множились, эти неисправности, они нарастали как снежный ком. Но это не военное судно, и за ним нет оборонного бюджета с возможностью не работать, просто так встать на ремонт. Судно должно приносить прибыль и зарабатывать деньги, даже если это чревато аварией или даже гибелью. И это не то, как должно быть, нет. Но это то, как на сегодняшний день это есть. Время выгрузки подходило к концу, и мы готовились выйти в море. Okay. Don't worry, I no have corona. No have corona. Don't worry, my friend. No have corona. I'm staying on the ship. I'm very healthy. You have problem. I don't see any other people. I stay long time in the sea. Что сказать, когда я шел на флот, трудно было себе представить, что грузовые документы будут подписываться вот так вот, на причале. В морской профессии, к которой я готовился, отход и приход были самым настоящим событием. Я помню, как посещение властями судна более походило на какой-то светский прием, нежели на работу. И когда в каком-нибудь красивом салоне с переборками из шпона под деревом накрывались столы, как моряки, так и власти носили форму и старались не ударить в грязь лицом. Все это в прошлом. Свою будущую профессию я себе представлял как-то вот так, но в реальности все вышло иначе. Надеюсь, что молодые люди, которые присматриваются к этой профессии, посмотрев мои видео, смогут получить более такое вот приземленное и более уточненное представление о том, чему они собираются посвятить свою жизнь. Я очень рад тем, кто, посмотрев мои видео, передумал становиться моряком и связывать свою жизнь с морем. В общем, выгрузка была окончена, и мы уходили из порта. Для того, чтобы следовать в другой порт, капитану выдается один важный документ. И называется он Port Clearance. Если перевести на русский язык, это звучит как, не знаю, открепительное свидетельство. Оно говорит о том, что в стране, где ты был, к тебе не имеют претензий. Так вот, нам такую бумагу не выдали. Оказалось, что китайцы стали слишком уж дотошно обследовать моего Стармеха. Они сказали, что пока они не сделают все необходимые анализы и осмотры и не убедятся, что он действительно болен, нам не позволят уйти. И как вы понимаете, я очень хорошо знал, что он симулирует. Поэтому начал нервничать, думать о том, что китайцы нам вернут обратно, а этого мне очень не хотелось. Тем временем мы вышли из порта и бросили якорь примерно там же, где стояли в ожидании, пока наш причал освободится. Но тут еще одно обстоятельство, что у него контракт-то уже закончился, ему пора уже реально домой, и вот он после своих 7 месяцев оказался в Китае, и то, что пытается списаться по больничке, его Китай не забирает, говорит: нет, нет, вот так вот, иди, не. Китайская компартия, Китай и вообще все вот эти уродливые проявления коммунизма, пошли они все в жопу, я их не хочу. Далее настал следующий день, и мы стояли на рейде. Погода была хорошая, и видимость тоже была хорошая. Экипаж занимался уборкой и другими работами согласно расписанию. Капитан, как всегда, бездельничал, летал на дроне, записывал учебные видосы для канала и смотрел сериалы по одному сезону за день. Когда мы пришли в этот порт, нам было предписано сдать на берег отработанные втулки цилиндров. В прошлом видео я показывал, как это было.
И если в двух словах, это было очень опасно, и я запретил проводить эту операцию, потому как она бы неизбежно закончилась тяжелой травмой или даже смертью. Но в этот день погода была хорошая, и я все-таки дал разрешение перегрузить втулки на берег, при условии, что они пришлют нормальные суда, на которых будет достаточно людей, чтобы все это было безопасно. 2 китайских малых судна подошли к нам рано утром, и мы начали сгружать наши втулки.
Нам предстояло сгрузить 6 цилиндровых втулок, каждая весила где-то 3 тонны. На первое судно было погружено 4 штуки, оставшиеся 2 нужно было погрузить на второе. Первое судно ожидало в одном кабельтове у нас по корме. Перегрузка оставшихся 2 втулок несколько затянулась. Тем временем погода испортилась. Судно с 4 втулками по какой-то причине перевернулось и затонуло. На нем находилось 2 человека. Одному из них удалось, не намокнув, оказаться на перевернутом корпусе и дождаться момента, когда его оттуда снимут. Второй человек оказался в воде, и он пробыл там около 2 минут. Когда его вытащили из воды, он был уже мертв. Оставшееся судно поспешило направиться к берегу. На запросы по радио оно не отвечало. Я доложил диспетчеру порта о произошедшем. Таким образом, вот этот человек утонул в холодной воде. Его не стало за пару минут. И я заснял его за несколько часов до его смерти. Этим же днем, точнее поздно вечером, на борт доставили моего стармеха-китайца. Местные врачи провели все анализы и осмотры и не смогли выявить хоть каких-то проблем со здоровьем, которые требовали бы госпитализации. Он изо всех сил старался изобразить из себя больного, но китайские врачи не помогли ему списаться. Все дело в том, что вопрос ковида на особом контроле у Компартии. И все китайцы это знают, и нарушить карантин значит пойти против государства, а это китаец никогда не сделает. Это момент, когда к тебе приходит осознание, что ты далеко не все понимаешь, и, казалось бы, это очевидная вещь, но когда ты это осознаешь, то мир для тебя меняется, ты становишься мудрее. Я полагал, что раз уж человек уехал с судна, попал в больницу, он находится на территории своей страны, и он просит свою страну не выгонять его, но страна говорит ему: нет, ты нарушаешь закон, поэтому пошел вон. Я думал, что раз ты попал домой, никто не имеет права выгнать тебя из дома, несмотря ни на какие законы. Но я ошибался. Представьте себе, что китайцы ради того, чтобы соблюсти закон, задержали наше судно почти на 2 суток. Они посадили его на полноразмерный морской буксир, который доставил его черти куда, 15 миль от ворот порта. И за все это заплатила наша судоходная компания. Вот такой вот ценой китайцам достаются нулевые показатели по ковиду, и иначе как ковидный фашизм это все не назовешь. Но это была не самая большая проблема, потому что сегодня у нас произошел инцидент, в результате которого погиб один китайский гражданин. Я знал, что скоро откроют уголовное дело и начнется расследование, поэтому нам следует поскорее уносить ноги. Поскольку китаец Стармех был доставлен назад, власти не имели к нам претензий и нам выдали порт-клиренс, разрешение на выход. К моменту получения имейла мы уже были на низком старте, стояли на 2 смычках якорной цепи с готовым двигателем. Как только стало можно, мы пошли на выход. Конечно же, оставалась куча проблем. Наш двигатель дышал на ладан, и было ясно, что нам придется сделать остановку по пути хотя бы для того, чтобы заменить поршневые кольца на 2 цилиндрах. Но это все потом, а пока что нужно было уносить ноги. Но тем не менее, контракт продолжался, судно шло далее, и наши приключения продолжались. И о них я расскажу в следующих выпусках судового журнала. А у меня на сегодня все. Благодарю за внимание. Пока.